рынок заложил сейчас чуть ли не подписание мирных соглашений и отмену всех санкций. Мы видим на полках другой курс. Россия могла бы уже равняться, ну, может быть, еще не на Лондон, но уже на ведущие столицы по ценам. Доллар сейчас ниже 50 рублей уйдет на 30, и вообще впереди там Эльдорадо и Золотые горы. Девственницы и райские кущи. Возможно, мы сейчас находимся в ситуации, напоминающей лето и осень 2022 года, да, когда курс рубля сильно укрепился относительно доллара. Для рядового предпринимателя бизнеса ему на самом деле вот было бы 120, да даже для потребителей 130, но стабильно, это более полезно было бы, чем вот это вот плюс 25, минус 25. Вкладывать надо на длинном горизонте именно в NASDAQ, или если вы более такой консервативный, да, человек, в S&P 500. Добрый инвест-утро. Или уже инвест-день. В Древнем Египте валюта была обеспечена зерном. До окончания Бреттон-Вудской системы– золотом. Сейчас технологиями, доверием государству к экономике, недрами. Но среди этого всего многообразия выделяется одна валюта– российский рубль. Почему выделяется эта валюта? Потому как, по мнению экспертов, рубль обеспечен экспертами. И укрепление с начала года произошло именно из-за увеличения экспертных экспертов. А если серьезно, то главный вопрос рядового человека сейчас– это использует ли эту возможность для покупки валюты, ну, потому что все это смотрят и, вспоминая предыдущие вот эти все свои травмы, думают, так, ну, наверное, сейчас надо купить, чтобы потом не жалеть. Но, в частности, давайте посмотрим это с точки зрения более профессионального инструмента, и уже потом спустимся на уровень ниже. Мы начнем сегодня обсуждать с рубля, начнем свое обсуждение с рубля, а потом перейдем тихонечко к евро, доллару и всему остальному. Станислав, поскольку у тебя, что называется, skin in the game, скажи, пожалуйста, вот рядовому такому человеку, который бутылки, да, красивые не выкидывает, помним знаменитую фразу из-под алкоголя, стоит ли покупать вечный фьючерс на доллар за рубль? Какие риски за этим стоят? Да, тут прям хочется вспомнить эту знаменитую фразу «Начнем с рубля, кто там идет». Вот, значит, какие риски? Ну, наверное, самый главный риск заключается в том, что в отличие от ситуации 3-4-месячной давности, когда у нас фьючерсы на доллар-рубль торговались вблизи спота, а иногда даже ниже, помнишь, у нас тогда выступал как раз Александр Дорожкин, да, и мы говорили о том, что вот, пожалуйста, есть возможность зафиксировать, по сути, долларовую доходность, да, с помощью рублевых облигаций и валютного фьючерса. Вот, как оказалось, эта идея была плохой, ну, в том смысле, что если бы вы просто держали рублевые облигации, то вы бы заработали сразу в двух местах, да, а так вы заработали только на, собственно, рублевой доходности, да, а доходность на фьючерсе была бы отрицательной, да, у нас со 108 курс доллара ушел, достигал, если не ошибаюсь, на этой неделе, наверное, 81, да. Вот. И какие сейчас риски? Риски очень простые. У нас есть 3 фьючерса, которые будут исполняться в июне, сентябре и декабре. Вот у них стоимость 88, 93 и 97. Да, при текущей стоимости спота, то есть ставки Центробанка, да, курса Центробанка, это у нас получается примерно июньский фьючерс стоит на 4% дороже, да, это имеем 16% годовых стоимость фьючерса, да. Соответственно, сентябрьский фьючерс стоит на 9 рублей дороже, это порядка там 18% годовых, и декабрьский фьючерс, это у нас плюс 9 месяцев, он стоит 97, это практически там на процентов 14-15 дороже. То есть те же самые, ну, 16-18%. И, наверное, самое неприятное – это то, что вечный фьючерс по стоимости фандинга сейчас выше 30%, да, стоимость его поддержания. Вообще механизм фандинга для вечных фьючерсов – это такая штука, которая в теории должна работать следующим образом. Да, если цена отклоняется у вечного фьючерса в какую-то из сторон от спота, да, то начисляется или списывается так называемая ставка фандинга, которая стимулирует покупателей или продавцов фьючерсов как бы либо продать, либо купить этот вечный фьючерс для того, чтобы цена вечного фьючерса приблизилась к цене спота. Это в теории. На практике сейчас выше 30% годовых ставок фандинга. Да? И самое, наверное, неприятное для многих
это то, что у биржи есть возможность, согласно спецификации, еще часть позиции исполнить. В так называемом вечном фьючерсе, оказывается, вы можете держать часть позиции не вечно, а вас принудительно закроют на ту величину от вашего портфеля, которая не хватает бирже для того, чтобы удовлетворить при экспирации раз в квартал, удовлетворить одну из сторон сделок. То есть, условно говоря, если не хватает, скажем так, позиций, направленных на экспирацию, да, там вы раз в квартал можете экспирировать вечный фьючерс по своему желанию, да, отправить заявку там, брокеру, брокер передаст на биржу и так далее. Так вот, если у вас так сложилась ситуация, что вы, например, как я, да, там, я часть позиций держал в вечном фьючерсе, да, вот вы как бы держите, вот, и у биржи не хватает встречных заявок на экспирацию. У вас могут часть этих заявок, соответственно, принудительно экспирировать. Как бы плюс заключается в том, что они не берут за это комиссию, да, минус заключается в том, что у вас цена была вечного фьючерса, условно говоря, 86, да, рублей, а ближайшего мартовского фьючерса, который был экспирирован, да, вот 18 марта, за 3 дня до официальной экспирации, произошла вот такая конвертация, да, там цена была в районе 84,5, если не ошибаюсь. И вы 1,5 рубля на контракт просто как бы отдали. Хорошо, не по всей позиции, это примерно, ну вот я читаю у участников рынка, это примерно 13-14%, да, позиций. Но все равно как бы взять, подарить часть своей там прибыли или увеличить убытки, да, вот по этому контракту на ровном месте, это довольно неприятная штука, неприятная особенность. И вот в этот раз вот так сложилось. А как сложится в следующий раз, да? Может быть, они захотят половину вашей позы закрыть, потому что там что-то не хватает для экспирации. В общем, ситуация непростая. То есть, во-первых, непонятно, да, вот если у вас сейчас есть рубли, стоит ли просто покупать доллар, либо, например, брать фьючерсы. Да, если вы берете фьючерсы, то надо понимать, что они уже торгуются так, как будто рубль девальвировался на 16% за год. Да, то есть я пока держу позиции во фьючерсах, потому что у меня есть некоторый conviction, то есть как бы уверенность в том, что с высокой вероятностью там во втором квартале ситуация изменится, да, то есть произойдет некоторое ослабление, как говорит ЦБ, спекулятивных, ничем не обоснованных ожиданий, да, по поводу укрепления рубля. Вот. Но в долгую держать, мне кажется, что это ну, не очень хорошая идея. С другой стороны, на мой взгляд, если у вас просто есть рубли, да, то, возможно, мы сейчас находимся в ситуации, напоминающей лето и осень 2022 года, да, когда курс рубля сильно укрепился относительно доллара. Передаю тебе слово, Саша. Скажи. Спасибо. Да, давай разделим два момента. Первый момент – это непосредственно особенность, я бы сказала, даже творческий подход к срочному рынку в отношении фьючерсов доллар-рубль, перпов и тех, которые квартальные, да, и отдельно совершенно тезис про курс. Погадаем, потому что иначе это назвать нельзя, да, курс рубля, он заставляет плакать в обе стороны всех, потому что его, как я уже сказала, то есть он обеспечен экспертами, просто больше мнений сейчас появилось. В конце прошлого года ни одного мнения не было, что он будет так сильно укрепляться. Так вот, начнем с фьючерса. Ну, что я могу сказать? Очень много желающих расстаться с деньгами и всего лишь несколько несчастных контрактов. То есть объемы несопоставимые. Что сейчас происходит? Происходит, что сколько? 26%, да, годовых, если без компаундинга, получается, ты платишь. Если сейчас в качестве подарка сделать еще торговлю на выходных, то это, наверное, будет ближе к 40. Такой подарок будет всем держащим. Поэтому я бы все-таки вот эти инструменты рассматривала сверхспекулятивно, если у вас есть тот самый запрещенный какой-то инсайт, потому что иначе, ну вот как Станислав описал ситуацию, вы, может быть, правы по сути, вы можете готовы быть, условно, там, терпеть просадку, убыток или так далее, и работать с фандингом, потому что вот эта схема же, она была признана всеми в прошлом году, кто любит фьючерсы, да, берешь, по сути, УФЗшки, добавляешь там, перпечуал вот этот вот фьюч на доллар, и все, и 15 годовых долларах, о том же самом говорил Саша Дорожкин, да, у нас на эфире, все, это практически Грааль. И вот сейчас щелкнули по этому Граалю аж до звона в разных местах. Поэтому вот отвечаем на первый вопрос. Во-первых, роллы очень дорогие, если брать квартальные.
сама спецификация вечного, ну, в принципе, будем честны, он мне сразу как это, я его встретила, он мне сразу не понравился, то есть я с ним ни разу не хотела как-то в личном кошельке столкнуться. А, Поэтому, если вы очень глубоко технично спекулятивный трейдер, возможно, да. Если вы хотите просто какую-то такую конструкцию сделать, ну, может быть, и будет момент, но помните вот об этом риске творческого подхода на экспирации квартальной. И теперь переходим к следующему. Какие могли бы быть причины и, соответственно, что мы могли бы ждать дальше? Так вот, какой должен быть флоу, да, инфлоу сейчас денег то есть у нас сейчас существует некая геополитическая премия к рынку, к курсу, ко всему, которая зависит, по сути, от СВО и санкций. Эти два понятия связаны, но не полностью, да, как это, correlation and causation. Так вот, какого размера эта премия, ну, ни один сильно более умный аналитик мне так и не смог сказать. Поэтому такой такое укрепление могло бы вызвать замедление импорта, первый момент, мы можем сейчас только фантазировать. Второе, увеличение сальдо счета текущих операций. И, в принципе, это в отчете немножко видно. Но не очень понятно, это было временное увеличение, в частности, под выход фондов американских, или это начали уже потихонечку заходить через дружественные биржи нерезиденты, и главное, будут ли эти нерезиденты продолжать заходить дальше. Поэтому здесь не очень понятно пока что. Ну, наверное, можно было бы делать ставку, но пока м, на полках товары и услуги, которые созданы при курсе выше. Для рядового предпринимателя бизнеса ему на самом деле вот было бы 120, да даже для потребителей 130, но стабильно, ну или какой-то мелкий коридор. И это крамольная мысль, да? Это более полезно было бы в моменте, просто стабильно на год вперед, чем вот это вот плюс 25, минус 25. Потому что предприниматели, они все равно будут закладывать вот эту премию, вот этот скачок роста потенциальный в цены, так или иначе. Это раз. Во-вторых, у них стоят товары, которые куплены были при курсе выше. Они вряд ли на них будут снижать цены, ну, вот если мы не берем какие-то там совсем конечные моменты. Поэтому мне кажется, что сейчас такое выжидание, то есть я прямо сейчас не бежала бы, вот, особенно с учетом того, что впереди налоговый период, по физикам, потом, что у нас плюс еще новые налоги сейчас подтянут. Я бы пока не бежала. И рынок очень тонкий. То есть сколько там, 100 миллионов прошло, все, курс переставился с 81 на 84 просто за день. То есть как это возможно? Какой должен быть флоу? Почему интервенции такого размера нельзя сделать, а вот флоу укрепляет? Я здесь не понимаю. Станислав, скажи, просто вот твой тезис, твой conviction, что все-таки рубль будет слабеть, возможно, даже в рамках этого года. На чем? И ты сделал отсылку к 22 году. Пардон. В 22 году затык был в том, что нужно было перестраивать логистические цепочки и цепочки оплат. Сейчас, в целом, это все плюс-минус настроено. Более того, есть новости с полей, что американские коллеги начинают немножечко вот так вот смотреть на обход тех самых санкций, что плюс для скорости расчета, да, для того, как быстро ходят платежи и сколько вопросов задают. Вот где должно, по-твоему, развязаться, чтобы рубль опять ослабел? То есть что должно произойти? Ну, смотри, мне кажется, если посмотреть, что влияет, да, на рубль, я прям специально посмотрел, какие есть модели, которые бы объясняли ценовые движения, да, в рубле. Вот, их, в общем-то, не так много, и они все более-менее известны. Да, это цены на нефть. Цены на нефть у нас, ну, по-прежнему хорошие, достаточно высокие, но нет предпосылок для их какого-то серьезного роста. Да. Мы не видим ни улучшения ситуации с точки зрения закупок нефти со стороны Китая, мы не видим ситуации, при которой Штаты хотели бы внезапно бурить меньше. Да. Вот, то есть мы здесь видим скорее, ну, такое давление сверху вниз на цены на нефть. А далее очень важный параметр – это, ну, скажем так, рост денежной массы. Да. Вот я специально сейчас посмотрел, на 1 марта рост денежной массы год к году 18,7%. Да. 18,7% – это то, с какой скоростью наращивается денежная масса в России с помощью, соответственно, Центрального банка. Обычно мы от этой величины отнимаем рост ВВП. Рост ВВП
согласно прогнозу, будет около 1-2%, да, в этом году. 1-2% значит, дают нам примерно 16,7-17,7 прироста денежной массы при том же объеме товаров и услуг. Да, то есть это, в принципе, должно способствовать ослаблению рубля. То есть мы берем, условно говоря, прирост денежной массы, которая, скорее всего, будет около нуля или даже, может быть, отрицательная в Соединенных Штатах, да, с их ростом ВВП, скорее всего, ну, тоже в пределах 1-2% в этом году, хотя опять не факт, да, но там нет даже близко значений, хотя бы в районе 3-5%. Да. Вот, мы видим, как бы, вот этот параметр, рост денежной массы плюс ВВП, около, близко к нулю, да, вот, и вот этот дифференциал между ростом денежной массы в России и ростом денежной массы минус ВВП в Соединенных Штатах, мы видим, этот дифференциал довольно большой. Вот. Дальше третий момент – это ставка Центрального банка. Вот, ставка Центрального банка – это один из, на мой взгляд, главных параметров и причин, почему курс рубля укрепляется. Да? Мы видим, условно говоря, самых high-risk нерезидентов, да, которые через дружественные и полудружественные юрисдикции хотят заходить в Россию, получать ставку, условно говоря, 21%, ну или, может быть, даже выше, да, в рублях, и, собственно, пытаться как-то перекрываться, перекрывать свои валютные риски и таким образом зарабатывать вот на разнице в процентных ставках. И пока ЦБ держит высокую процентную ставку, возможно, что курс рубля он, может оставаться на достаточно высоком уровне относительно доллара. Далее это, естественно, геополитические и связанные с этим события. Вот, то есть, с одной стороны, рынок заложил сейчас чуть ли не подписание мирных соглашений и отмену всех санкций уже там в апреле. И, собственно, на мой взгляд, это главный, наверное, фактор укрепления рубля. И, собственно, и потоки нерезов, я по статистике пока не вижу, мартовскую статистику, но вот в феврале статистика, она достаточно скромная, да, вот по инвестиционным потокам, она, больше, чем было в январе, но не, значение не колоссальный прирост. Вот. И, то есть, условно говоря, вот 5,6 и там 6,4 миллиарда долларов, да, там, в январе и в феврале. То есть мы не видим там удвоения, утроения. Но вот возможно, что в марте, когда выйдет статистика, окажется, что было серьезное, да, укрепление и усиление вот этих инвестиционных потоков. Вот. Наверное, это главные факторы. И, собственно, любые события, связанные с отложенным подписанием мирного соглашения, либо с охлаждением ситуации, как мы видели после звонка между Трампом и Путиным, как раз рынок скакнул с 81,5 рубля, да, до 84. Если помнишь, это было буквально там за 2 дня. Да. Очень просто, да, если рынок заложил уже большой позитив, и звонок состоялся, а какого-то принципиального позитива не было, вот, то рынок отыгрывает это движением обратно. Вот. И, на мой взгляд, это, наверное, не самый лучший трейд, но и не самый худший трейд. Ожидать, что прежде чем будет подписано по-настоящему устраивающее все стороны мирное соглашение, рынок будет довольно сильно колебаться в обе стороны. И с учетом того, что позитивное движение во многом уже прошло, я не вижу значительного потенциала на укрепление рубля, но вижу возможность как раз из-за волатильности его такого серьезного ослабления. Не факт, что постоянного, но периодически. И, наконец, если говорить про, в принципе, позицию, да, в долларах, вот как я помню летом 2022 года, когда все кричали, что там доллар сейчас ниже 50 рублей уйдет на 30, и вообще впереди там Эльдорадо и Золотые горы, мы с тобой говорили о том, что это подарок для российских инвесторов, что нужно продавать, те, кто хотел продать недвижимость в России, да, и перейти в доллар, это идеальное время, что навряд ли это продлится долго. Вот оно так получилось. Вот. На мой взгляд, я очень надеюсь на успешное подписание мирных соглашений, но, на мой взгляд, принципиально не изменится ситуация с российской экономикой. Вот. Принципиально военно-промышленный комплекс сейчас
занимает 35-40% всего бюджета, и он должен будет занимать еще довольно существенную часть всего бюджета, хотя бы для того, чтобы пополнить запасы, которые были существенно потрачены во время боевых действий. Да, и это приведет к тому, что бюджет будет по-прежнему, ну, скажем так, перекошен в сторону военно-промышленного комплекса, и это не очень хорошо для остальной части экономики. Вот. И по статистике, после завершения крупных военных действий происходят две вещи: инфляция и рецессия. Вот. Поэтому я бы сильно не рассчитывал на рублевый актив. Единственное, может быть, исключение – это если все-таки российской верхушке удастся прожать очень выгодные условия, связанные с отменой санкций. Я уверен, что частичная отмена санкций вполне возможна, но насколько Европа согласится отменять санкции, да, которые, наверное, наиболее болезненные для российской экономики, вот я очень сильно в этом сомневаюсь, а это означает, ну, дальнейшее ослабление, в общем-то, не очень сбалансированной на текущий момент российской экономики. Мне кажется, что здесь можно как раз предположить, что если продолжится, если бы укрепление рубля продолжилось, то с учетом того, что мы видим на полках другой курс предыдущий, то Россия могла бы уже равняться, ну, может быть, еще не на Лондон, но уже на ведущие столицы по ценам, да, то есть по уровню там чашки кофе в хорошем ресторане или ужину вполне. Я не уверена, что это хорошая новость. То есть, когда реальные доходы населения будут немножечко отставать или сокращаться все из того же самого перекоса, это не очень здорово. Но посмотрим. Мне кажется, что здесь важно добавить про нефть, да, как неотъемлемую часть бюджета. Ну, во-первых, с 2022 года есть ощутимая подвижка, которую не удавалось сделать много-много лет до этого. Это то, что теперь не только нефть, весомая статья в бюджете, но и люди. Люди – это новая нефть. Потому что люди теперь платят и через прогрессивную шкалу налогообложения сами, и через косвенные налоги, вот тот же самый НДС пресловутый. Плюс через вот эти цепочки платежей. И что, если говорить о нефти, мне попался прогноз от Сити. Сити неплохо угадывали, потому что так или иначе мы ориентируемся на те данные, которые есть сейчас все. И если они будут меняться, мы тоже будем изменять мнение. То есть, ну, сейчас они такие. Так вот, просто факты. Сейчас бренд $72, ну, около того, да, а годовой форвард 68. То есть хранить нефть вообще никому не хочется. Это дорого. Поэтому, чтобы нужна, и чтобы была хоть какая-то доходность, нужно, чтобы спот опустился, ну, где-то к 65, наверное, да, но еще минус издержки. В принципе, Сити об этом и говорит. Сити прогнозирует снижение на протяжении всего 2025 года, к концу 2025 года чуть ли не до 60, но они даже называют цифру 60. Они это обосновывают тем, в частности, что после 1 апреля добровольное ограничение ОПЕК уходит в историю. Плюс, если посмотреть планы по вводу мощностей, они тоже достаточно большие. Вот этот план Drill, Baby, Drill, да? Плюс могут быть вполне еще дополнительные команды поддержки нефтеотрасли. Исторически Трамп очень связан с нефтяниками, то есть это Павел Пухов об этом говорит, конечно, лучше, но так или иначе это факт. И помимо этого есть еще всевозможные риски, ну, я не буду говорить рецессии, но, скажем так, сокращение потребления, в том числе из-за того, что электромобилей больше и прочее, прочее. Поэтому та часть, которая отвечает за корреляцию курса рубля с стоимостью нефти, она сейчас у нас оказывается завязана только на неизвестное в виде того, какое количество Россия сможет продать дальше. Ну, потому что получится ли компенсировать падающий курс, потому что он же падает и в долларе, и в рубле, да. Да, вот ты очень важный момент сказал, то, что я, наверное, забыл сказать, это вот как раз баланс импорта и экспорта. В 2022 году у нас были большие проблемы и с импортом, и с экспортом, но если экспорт достаточно быстро удалось там переставить на Индию и на Китай, хотя там тоже свои проблемы возникали с тем, что валют не поступала, да, в страну оставалось там довольно долго, там и в Индии, и с юанем были проблемы, но тем не менее это было как-то проще, да, реализовать, в отличие от импорта, где просто обрубились цепочки поставок и потребовалось, ну, наверное, больше, чем полгода для того, чтобы возобновить импорт. Вот сейчас другая ситуация. Сейчас цепочки поставок и по экспорту, и по импорту, они, в общем-то, налажены. Я вот рассказывал, расскажу для наших зрителей,
Я познакомился в самолете вот сейчас, когда летел в Абу-Даби, познакомился с человеком, который продает дизель и нефтепродукты Роснефти в Буркина-Фасо. Они отгружают из порта в Новороссийске на судно под турецким флагом и по казахстанским номерам документов они отгружают, значит, эти нефтепродукты от компании Роснефть. Вот. И да простит меня Роснефть за раскрытие их схем. И с оплатой через дубайские банки. Вот. И что-то мне говорит о том, что в России сидят не менее умные и хитрые ребята, чем в Иране, вот, не менее умные. Вокруг этого рынка на 200 миллиардов долларов очень много предпринимателей, которые вот осуществляют такие хитрые схемы, и я не думаю, что отмена санкций или же там частичная отмена санкций, она как-то, ну, типа кардинально улучшит экспорт. Да, с экспортом все нормально. Нефтегазовые доходы на максимумах находятся. И с импортом то же самое. Да, то есть импорт худо-бедно удалось там и удается до сих пор модифицировать быстрее, чем европейские чиновники придумывают механизмы блокировок. Вот. И это, ну, в принципе, для тех, кто понимает, что такое рыночная экономика, это было вполне ожидаемо. И это была ошибка, конечно, со стороны европейских и американских чиновников думать, что санкции там принципиально помогут вот, избежать импорта в Россию. Вот поэтому, на мой взгляд, как раз сейчас этот фактор, в отличие от 2022 года, он наименее значимый. Вот, и он навряд ли как-то будет менять ситуацию в курсе рубль-доллар. А вот то, что, как ты, Саша, справедливо сказала, экспортеры не очень счастливы, когда они видят рубль по 80, да, у них возрастают, в общем-то, расходы в рублях, а доходы в рублях, ну, довольно сильно сократились. Вот. С учетом того, что у нас не так много сверхмаржинальных бизнесов, экспортно ориентированных, я думаю, что это также создает дополнительное давление, да, на то, чтобы все-таки увеличивать курс доллара против рубля. Поправь, если я ошибаюсь. Увидим. Все увидим в цифрах. Я предлагаю переходить к доллар-евро. Для тех, кто вдруг случайно не следит, доллар очень сильно, ну как очень сильно, я сейчас практически как кликбейтные заголовки начал ослаблять в качестве индекса корзине валют, в частности к евро. Евро не так сильно. Какие на это есть причины, я сейчас скажу. Но я бы еще хотела сказать, что обязательно вот прямо в этом месте поставьте нам лайк и колокольчик и напишите, страдают ли экспортеры от такого курса или нет, потому что как мы еще об этом узнаем? Или вдруг вы экспортеры, и у вас есть ценная информация, мы бы тоже узнали. Так вот, какие причины? Германия, мне все время хочется сказать фискальный разврат. Я так, пожалуй, скажу. Пошла в фискальный разврат на фоне того, что в Америке пришел к власти Трамп, и он начал анонсировать достаточно серьезные тарифы на другие страны. Вот это одна из причин. Получается, что в одном регионе в Европе, в частности в Германии, как в крупнейшем локомотиве, есть фискальный разврат, то есть потенциально будет вливание такое, можете считать как КУЕ, только такое специфическое в экономику, да, а в крупнейшей экономике мира, в Америке, есть фискальное, если хотите, воздержание, срезание государственных расходов, анонсирование всевозможных тарифов. Но, по сути, все это вместе неопределенность. Рынок валюты неопределенность не любит категорически. Второй момент. В Европе на фоне все того же самого, в частности, фискальной политики, наблюдается оптимизм, ожидается вложение в инфраструктуру, в оборону и прочее, прочее. Плюс еще будут смягчены правила заимствования. То есть если даже брать банально академические понятия, да, то в Штатах у нас ставку ФРС опять не снизили. И более того, выступление Пауэлла было достаточно еще более сдержанным, как он это умудрился делать, вообще неизвестно, чем в прошлый раз. То в Европе кредитные условия смягчают, ставку снижают разными темпами, но везде. Соответственно, капитал начинает потихонечку пересекать туда. Это видно по флоус, опять же, например, ETF. Так, про монетарную политику я сказала. То, что ФРС держит ставки и пока еще наблюдает и таргетирует инфляцию. А ЕЦБ снижает ставки какой там, 6-й раз, 7-й раз, 6-й, наверное. При этом прогнозы по инфляции повышаются, но
используется, по сути, трюк с transitory, да, с тем, что оно временное. Зато сейчас, как мы вот, собственно, перезапустим все, это, опять же, поддерживает активы веры. Я когда обсуждала вот этот фискальный беспредел, я пыталась сразу смотреть, ну, я не знаю, через год, через 2, через 3 вперед на вот это похмелье. А рынок пока еще, то есть так далеко не забегает, он еще пока живет сегодняшним днем. Еще один момент, это возможный момент, это в том, что вот эти тарифы, торговые войны, плюс там возможное замедление, пересматривается ВВП очередной раз. Инвесторы ищут альтернативы и именно ищут какую-то вот резервную валюту альтернативную. И поэтому опять, как только доллар начинает немножечко сдавать позиции, инвестор сразу достает из зимнего шкафа евро, иену и швейцарский франк. То есть это, пожалуй, и рост евро, сколько там, 4%, да, за неделю в начале марта. Это самый значительный вообще с ноября 2022 года. Ну и пятый момент, пятый тезис – это слабые экономические данные США. Скажем так, они недостаточно слабые, чтобы снижать ставку, но они слабее ожиданий и слабее предыдущих. Поэтому все это поддерживает евро. Я, Станислав, не знаю, насколько, как ты думаешь, вот сколько может продлиться это веселье и при каких условиях оно может измениться? Мне это кажется какой-то достаточно эмоциональной реакцией. Прежде всего, наверное, на планы по наращиванию ВВП за счет военно-промышленного комплекса. Я напомню, что в Германии сейчас рассматривается законопроект о выделении почти триллиона евро, да, на обновление военно-промышленного комплекса. Вот. И в целом и во Франции, и в Евросоюзе ведутся дискуссии о том, сколько денег выделить Украине, сколько денег выделить на глобальное перевооружение всего Евросоюза. И, собственно, оценки экономистов, из того, что, по крайней мере, мне удалось найти, это примерно рост ВВП с 0,9% до 1,1% в этом году за счет госзаказа. Вот, собственно, это, мне кажется, основная причина. Второстепенная причина – это, как ты сказала, уход части инвесторов в европейские активы. Да, дескать, Трамп нам непонятен, да, со своей и тарифной политикой, и с его абсолютно непредсказуемыми решениями, да, там, военными союзами, а давайте мы еще из НАТО выйдем и так далее. Вот, в общем, это, мне кажется, то, что лежит на поверхности, но если отвечать прямо на твой вопрос, я считаю, что продлится это недолго, и вот если пройтись вот прям по порядку, как определяются курсы между евро и долларом, да, какие факторы, да, ключевые являются определяющими для вот, соотношения, то мы практически везде видим не в пользу евро складывание факторов. Вот, если взять такую типичную модельку, да, переменных ключевых, то мы видим, например, да, разница ставок. В США больше 4, 4,25 на 4,5, да, в евро сколько там, 2,5, да, на 2,75, если не ошибаюсь. Вот, то есть разница не в пользу евро. Там, где более высокая ставка, там и валюта укрепляется. Дальше разница в инфляции. Вот, в еврозоне инфляция повышается, да, и с учетом госзаказа она повысится еще. Если экономика разгоняется, инфляция также повышается. Это также минус для евро. Значит, по поводу продуктивности, да, там разница в продуктивности. Но что-то я сильно сомневаюсь, что еврозона способна по продуктивности опередить США. Ну, там практически нет таких компаний, которые действительно, что называется, двигают продуктивность всей планеты вперед. Да, очень мало таких компаний. Дальше текущий дефицит платежного баланса. Судя по тому, что делает Трамп и что он планирует делать, в том числе так называемые reciprocals, да, то есть как бы тарифы в ответ на тарифную политику еврозоны, но вот я сильно сомневаюсь, что как-то вот этот торговый профицит еврозоны относительно США, что он вырастет. А если он не вырастет, значит он снизится, значит для евро опять это скорее минус. Да, то же самое экспортные цены для товаров еврозоны навряд ли они вырастут. И один из главных, да, показателей – это соотношение долга к ВВП. В США Маск и прочие сторонники взятия бюджетного дефицита под контроль сейчас прилагают огромные усилия для того, чтобы как раз снизить, да, долг к ВВП.
Вот сейчас Трамп, ну, я сомневаюсь, да, что это приведет к какому-то сильному результату, но вот одно из типичных действий Трампа, да, это выдача золотых ВНЖ. Да, есть грин-карт, есть голд-карт. Вот. Навряд ли это получится так, как предложил Трамп, там сколько он сказал, 5 миллионов выдадим, да, и, в общем, закроем весь госдолг США, да, 5 миллионов за 5 миллионов, 25 триллионов. Отлично. Вот. Навряд ли, да, это произойдет. Да. Ты знаешь, что они уже 1000 продали, кстати? То есть они уже продали по заявлениям 1000 таких золотых карт. И это я слушала интервью Латника, очень специфический товарищ. Ну, вот обязательно подпишитесь, смотрите там внизу наши каналы. Я там выложу summary интервью с Латником, с Форвардом Латником и с Бессентом. Потому что, мне кажется, надо понимать, с кем мы в одной лодке, так или иначе, в шкуре инвестора в ближайшие 4 года. И это, конечно, очень разные у меня эмоции это вызвало, но так или иначе 1000 уже продано. Поэтому Да, я ребята вижу. молодцы. Вчерашняя, да, новость буквально. Ну вот, на 5 миллиардов, пожалуйста, уже сократили госдолг. Супер. Вот. Важно же не столько это, важна интенция. Вот, в том числе, это же не единственная, да, мера. Вот, важно то, что они делают в комплексе. Это классно. А что происходит в еврозоне? А в еврозоне сейчас, например, в Германии принимается закон, который позволит обойти конституционное ограничение на увеличение госдолга федеральными землями. Вот, то есть для того, чтобы на триллион евро проинвестировать в военно-промышленный комплекс, нужно выпустить долгов примерно почти на 0,5% ВВП. Вот, и для этого нужно печатать деньги, и для этого нужно менять законы. Вот то, что происходит в еврозоне, и это тоже минус для евро. Вот, и опять последний момент, наверное, самый важный. Если мы увидим risk-averse, да, то есть уход от риска в сторону более защитных инструментов, то в этой ситуации, как правило, доллар укрепляется, евро ослабляется, да, потому что доллар по-прежнему и казначейские тражеря являются ключевым защитным активом. Ну, как-то так. Ты знаешь, я, наверное, финальную точку поставлю таким. Исторические тренды на валютных рынках, вот, которые зависят именно от политики и как производной экономики, они длятся от нескольких месяцев до года. Спасибо большое Гроку, который мне делает таблички и сам себя занимается факт-чекингом. В зависимости от того, как развиваются эти факторы. И на данный момент ослабление доллара мы видим около 2 месяцев, с января 25-го, с резким ускорением в марте. И без значительного восстановления экономики США или стабилизации политики, ну, например, если Трамп скажет, мы не вводим с апреля эти тарифы, или как он сказал, что «Си мой дружбан», мы с ним, пожалуй, еще разочек переговорим и, наверное, что-то решим. Почему это важно? Потому что Китай – это достаточно весомая часть в корзинке вот этого сальдо торгового баланса. Так вот, если этого все-таки не произойдет, то тренд мог бы продлиться именно доллар-евро до середины 2025 года, основываясь на предыдущих исторических данных. Будет оно так или нет, мы увидим, но можно попросить, да. Тут еще Сергей задал очень хороший вопрос. А я тебе его даже зачитаю. Да. Просто они предыдущие, к предыдущей теме. Давай я тебя зачитаю, я думала, после последней темы. Ну, давай. Фьючерсы на декабрь-июнь, юань и доллар, разница в 10-12%. Фьючерс на золото, разница в 2% между июнем и декабрем. То есть рынок ждет, что курс рубля вернется к 100 за доллар, но золото при этом относительно доллара заметно упадет. Или есть какие-то другие трактовки разницы фьючерса июня-декабрь по доллару и золоту? Да, мне сложно что-то здесь прям вот однозначное сказать. У меня есть две гипотезы. Гипотеза номер один заключается в том, что, если вы помните, раньше фьючерс торговался очень близко к споту, и причина была в том, что банки были вынуждены сокращать валютную позицию и продавали фьючерс доллар-рубль. Вот. И сейчас, возможно, я могу ошибаться, но, возможно, противоположная ситуация. Заходят нерезы, которые инвестируют в рублевый долг и хеджируют это фьючерсом на доллар-рубль, повышая спрос вот, на фьючерс доллар-рубль. И поэтому возникает вот эта вот достаточно существенная разница. Вот. А теперь, значит, это ответ на вопрос, да, почему фьючерс доллар-рубль такой дорогой и почему, собственно, он торгуется там близко к 100 вот, с поставкой в декабре. А если говорить по поводу золота, то здесь действительно такое ощущение, что золото не выросло, а этот доллар ослабел относительно евро и относительно золота. Вот, собственно, поэтому мы видим то, что
разница вот во фьючерсе, да, сравнительно маленькая, да, там между спотом и фьючерсом. И действительно, скорее всего, при усилении доллара относительно рубля одновременно доллар может усилиться и относительно евро, и относительно золота. Вот, поэтому мне кажется, в целом гипотеза Сергея кажется достаточно убедительной. Возможно, что есть еще какие-то другие причины, но вот пока вот то, что знаю, то сумел прокомментировать. Ну, я бы еще предположила, просто я не работаю казначеем, да, и, наверное, если кто-то сейчас в ранге казначея послушает именно российских финансовых учреждений, возможно, посмеется, а может быть и нет. Но, на мой взгляд, из того, что я вижу в отчетах, все-таки фьючерс доллар-рубль– это сейчас менее используемый инструмент, чем золото в любой его форме для российских финансовых учреждений. Соответственно, получается, что у этих рынков не полностью совпадают конечные покупатели, вообще контрагенты. И разница может быть еще и в этом. То есть с золотом у нас скорее будет важно, как считают, как в Форт-Ноксе, да, куда посчитают передвижение, к какому счету правильно запишут. Станислав, давай напоследок сегодня обсудим, почему инвестор в акции компаний малой капитализации, ну, и в средней в частности, последние, сколько там, лет 5, страдает в среднем с 5% аннулизированной доходностью. То есть в чем дело-то? Почему так отстает? То есть один из тезисов, который мы ставили на выборы Трампа, и, в принципе, он еще актуален, но надо посмотреть, да, как будет на горизонте, это то, что Трамп, он поддерживает малый и средний бизнес в первую очередь. И, казалось бы, должно это все расти, а нет, не так. То есть почему такая стагнация? Да, ты знаешь, я помню, мы же делали эфир в прошлом году по поводу идей, да, на этот год. И вот Goldman Sachs на тот момент, мне казалось, достаточно разумную идею выложил по поводу того, что давайте инвестировать в компании малой капитализации, средней капитализации. Вот, ну, в общем, ничего хорошего там не произошло. И с начала года малая капитализация упала на 6%, даже на 7%. А, Компании средней капитализации, это в среднем 10 миллиардов, да, долларов, упали на 5,3%. Если это сравнить с S&P, это меньше, чем 4%, да, с начала года падения. Вот. В общем-то, мне было интересно, да, разобраться, и я узнал удивительные вещи относительно того, что такое компании малой капитализации и средней капитализации в Штатах. Давай, может быть, я начну с разницы между S&P 500, да, это крупнейшими 500 компаниями, да, и S&P 400, это вот как раз средней капитализации. В чем там засада, да, вот если говорить средневзвешенную компанию в S&P 500, то это компания стоимостью больше 1 триллиона долларов. Средняя компания, взвешенная по капитализации из S&P 400, это всего лишь 10 миллиардов долларов. То есть это, условно говоря, ну, компании принципиально разные. Вот. И, как можно догадаться, практически все компании с капитализацией в триллион долларов – это компании, которые имеют значительную часть выручки на международных рынках. Компании с капитализацией 10 миллиардов долларов – это в основном так называемые domestic companies, то есть компании, ориентированные на внутреннюю экономику. И что мы видим? Вот это меня просто очень сильно удивило. Ожидаемый рост прибыли у компаний средней капитализации ниже, чем у компаний крупной капитализации. То есть на S&P сейчас надежда примерно 14% в год, в следующие 3 года у S&P 400 11% в год. 11% в год. При этом компании средней капитализации и малой капитализации, они намного больше перегружены долгами. Да? Почему? Потому что S&P, там много компаний из хай-тека, да, информационные технологии там составляют, ну, вот сейчас я обновленную скажу информацию, 32%. 32% против, сейчас скажу, примерно 10% у компаний средней капитализации. То есть, условно говоря, у нас самые прибыльные компании сейчас – это банки и информационные технологии. Да, и половина S&P находится в этих секторах, да,
и всего лишь там меньше 30% находится в S&P 400, в компаниях средней капитализации. И вот если пройтись по разным оценкам, вот, например, у компаний малой капитализации из Russell 2000 индекса 41% компаний убыточные. И вот как это объясняется вообще, да? Почему вот такие вот факты наблюдаются? И оказывается очень просто. Оказывается, что компании, которые генерят больше 50% выручки за пределами Штатов, за пределами США, они имеют средний рост прибыли в 20,8%. Против компаний, которые находятся внутри США, которые генерят 14,4%. Вот такая вот интересная статистика. И если взять S&P 500, то 41% всей выручки компании S&P 500, 41% приходится на зарубежные рынки. То есть вот этот старый тезис о том, что давайте мы будем вкладывать в американские компании, а еще будем вкладывать там в европейские, китайские и так далее, да, вот этот тезис, он мне нравится с одной стороны, с другой стороны, если вкладывать просто в S&P 500, просто в самые крупные компании США, то оказывается, что 41% всей выручки, он будет уже приходиться на компании, на рынке за пределами США. И это в каком-то смысле является географической диверсификацией. При этом в США намного более прозрачные правила для инвесторов, намного лучше защита прав инвесторов, намного лучше все с отчетностью, с прозрачностью, с судами, с аудитом, с неподконтрольностью, с отношениями между властью и бизнесом и так далее. И что еще интересно, если вот взять по секторам тот же S&P 500, то оказывается, что в информационных технологиях зарубежная выручка составляет 56%. То есть больше половины всей выручки в информационных технологиях в компаниях из S&P 500 приходится не на Штаты. И по сути, вот когда вы вкладываете в S&P 500 или еще лучше, вы вкладываете в NASDAQ, вы по сути вкладываете в транснациональные компании, которые больше денег зарабатывают за рубежом. И поскольку за рубежом часть экономики растет быстрее, чем Штаты, да, то и темпы роста выручки там выше, и темпы роста чистой прибыли выше. Вот. И если сравнивать оценки роста компаний, которые имеют 50% за пределами США, если сравнивать с теми компаниями, у которых меньше 50% за пределами США, то у нас получается, что вот отчетность за первый квартал, которую ждут, она примерно такая: 9% ожидаемые год к году рост чистой прибыли по компаниям за пределами США, с выручкой больше 50% за пределами США, против всего лишь 6,6% роста для компаний, у которых меньше 50% в США. Вот. И еще одну картинку сейчас покажу. Это одна из причин, почему, собственно, Russell 2000 так плохо ведет себя в последние 5 лет. Вот этот график, он показывает долю компаний с негативной прибылью по году. То есть это, условно говоря, компании, которые приносят убытки среди 2000 компаний из индекса Рассела. Это компании малой капитализации. Здесь видно, что мы подошли выше 41% компаний убыточных в индексе Russell 2000. И это означает, что это означает потерю акционерного капитала, да, год к году. При этом, если мы посмотрим на то, как оцениваются компании не по price earning, да, то есть не по цена-прибыль, а по enterprise value, деленное на EBITDA. EBITDA или EBITDA, да, я не знаю, как по-русски правильно, и как по-английски правильно. В общем, все говорят EBITDA, тоже буду говорить EBITDA. Вот. Enterprise value – это, условно говоря, стоимость, капитализация компании на бирже плюс или минус чистый долг. Да. У компаний из S&P 500 довольно большой объем чистого кэша. Да. Вот все эти Magnificent Seven там, и так далее – это компании, у которых огромное количество кэша на счетах. У них на самом деле чистый долг отрицательный. И что у нас получается? У нас получается, что S&P стоит 16,2 мультипликатора Enterprise Value, деленное на EBITDA. Это если очень грубо, то это окупаемость с точки зрения операционного денежного потока. Да? Сколько лет окупаемости с точки зрения операционного денежного потока. А у Russell 2000 17,2. То есть можно сказать, что, как ни странно, компании малой капитализации, несмотря на их
ну, очень скромный прирост, да, вот за последние там 5 лет, вот, они стоят дороже, чем компания S&P 500. Да? Почему? Потому что высокий уровень долга, и второе, не очень хорошие темпы роста EBITDA и чистой прибыли. И мегакэпы стоят дешевле. То есть мегакэп – это, ну, условно говоря, вот наши там топ-20 компаний из S&P 500, они стоят 13 по вот этому мультипликатору. Вот таким образом, вот, если сделать выводы, у нас получается, что на самом деле Russell 2000 и S&P 400, они не стоят дешево. С учетом темпов роста они стоят адекватно. Вот, поэтому я бы под вопрос, да, поставил тот тезис, да, что они обязательно должны сейчас начать обгонять. Вот проблема в том, что когда ты когда ты как бизнес ориентируешься только на американскую экономику, а в американской экономике, ну, очень разные секторы по-разному себя ведут. Некоторые секторы там в рецессии, да, находятся. Ну, вот, у некоторых секторов сейчас уровень риска, да, возрос, там, у тех же банков, да, например. Вот когда вы находитесь внутри этого, и когда у вас мало доля информационных технологий в вашем индексе, да, то получается, что ждать высоких темпов роста прибыли нельзя. Значит, нельзя ждать высоких оценок по мультипликатору. Вот. Это, наверное, для меня было, ну, таким довольно интересным, неожиданным выводом. Ну, я бы еще дополнила, что когда к нам приходили несколько раз, включая Артем Фокина, управляющего Каракан, да, люди, которые профессионально занимаются именно смолл-кэпами или микрокэпами, то в числе прочего они упоминали, почему они этим занимаются, тем, что нету широкого покрытия, слишком тесно для крупных инвесторов. Вот я здесь в том числе вижу обратную грань. Это то, что если очень непросто зайти, ну, вот купить, да, то есть на профессиональном языке не поломать стакан, купив себе в портфель какую-то компанию, если мы не говорим не про индекс, потому что про индекс я скажу отдельно, то это работает и в обратную сторону, это работает и как то, что на выход ликвидности тоже может не быть. И вот эти вот спиральные продажи, то есть я посмотрела, больше половины индекса упали больше, чем наполовину от своих пиков, 240 акций мидкэпов на 10% и больше. И при этом можно посмотреть, что ну, вот small cap фонда, они сейчас в среднем выходят 62 дня. А в сентябре, например, 24-го, когда все жили надеждами на много-много катов, поставки на практически девственниц и райские кущи, то было 32 дня. Это опять же подчеркивает то, что ликвидности в стакане, извините за профессиональный сленг, нет. Ну, нету той ликвидности, которую хотелось бы. То есть в эту дверь сложно залезть, не будучи гномиком, и точно так же сложно из нее вылезти. Второй тезис, который хотелось бы вспомнить, ты сказал, что ты просто когда ты говоришь про Америку, у тебя такое восхищение, что все супер технологично. А я каждый раз вспоминаю, мне нужно было поставить апостиль, когда я училась. И для этого нужно было обратиться в муниципальное заведение, ну, в центре Бостона, кто был в Бостоне, не знает, там около парка. Я до сих пор помню, вот у меня картинка, если кто-то смотрел Гарри Поттера, там в Гринготте банке такие тролли сидели, бумажки перебирали, такие стопки вот архивные. Это вот там симпатичные люди были, но все остальное абсолютно, то есть интерьер, темный подвал, стопки вот этих бумаг. Вот просто фантазию вообще можно было не включать, это вот просто списали. То есть со столовки Гарварда списано здание, собственно, с любого ну, такого бюджетного заведения, не бюджет, ну, муниципального, да. Поэтому есть еще где роботизировать, автоматизировать и улучшать производительность. Ой, как есть. Теперь, что касается ETF. Опять же, мы упоминали, что ETF, ну, вообще индекс широким фронтом, не всегда хорошая идея, потому что там слишком много, ну, можно сказать, мусора, можно назвать компании с высоким очень долгом. И им сложно с этим долгом справляться. Вы сами понимаете, что когда Ромашка приходит в банк и просит роллировать себе кредитную линию револьверную, то им сложнее обычно проводить переговоры, чем если, там, даже если на российских примерах приводить более понятных, да, чем условный «Газпром» там, с ноги в этот же банк откроет дверь к менеджеру и скажет, что так, условия такие, да, то есть переговорная позиция намного сильнее. И, соответственно, кредитная нагрузка намного ниже именно у больших, чем у маленьких. Поэтому, да, мы берем, конечно, и учитываем этот показатель, говорим об индексах там мидкэпов и смоллкэпов, но как будто бы все последние годы не устают доказывать, что заниматься инвестированием можно только с глубокими тезисами, инсайдом, убеждениями, практикой и прочим в отдельные имена.
И отдельные имена действительно, как и российский рынок, недооценены по ряду показателей и могут вполне себе вырасти. Но для того, чтобы это произошло, а, должно должны измениться и денежно-кредитные условия, и, возможно, какие-то дополнительные меры поддержки, именно вот этим компаниям. Что я имею в виду под, мерами поддержки? Я не говорю, что им денег должны дать, а скорее уменьшить где-то бюрократическую нагрузку, либо, и это, кстати, тоже происходит, улучшить их положение на рынке труда. Потому что после ковида, опять же, все крупники, они смогли набрать себе сотрудников, опять же, пользуясь брендом, условиями, там, я не знаю, гендерные раздевалки и кофе лавандовый раф на крыше, да. А малый бизнес и средний бизнес, он практически во всех странах в одних и тех же условиях находится, плюс-минус. То есть у тебя сотрудник дорогой, он, может тебе сказать, что я уйду в Google или уйду Uber, водителем. Соответственно, у тебя на него та же самая, по сути, нагрузка, вся налоговая, социальная существует. И не очень понятно, как с этим делать, потому что в ООО, ну ладно, не «Ромашка», а ООО пускай будет Arkansas Tattoo, да, стоит меньше, чем очередь желающих устроиться на работу, чем в пресловутую там запрещенную мету. Поэтому вот кажется, что здесь еще потребуется, да, Да, тут действия. два, по сути, выхода. Ты либо делаешь стартап, который ты потом продаешь условному Гуглу, да, и становишься топ-менеджером в своем собственном стартапе. Вот, в общем-то, наверное, самый идеальный вариант для малого бизнеса-стартапа. И идеальный вариант для самого Гугла, да, поскольку он, по сути, там, будет всасывать самые лучшие кадры с рынка за деньги, которые для него являются арифметической погрешностью. Вот. Либо второй вариант, ты делаешь какие-нибудь ноготочки там, или сеть там массажных студий где-нибудь в Аризоне, да, вот, и с чем ты конкурируешь, да, вот твой возврат на капитал против возврата на капитал у Гугла или у Меты, да, но это как бы, это как с деревянными луками конкурировать против танков, да, вот, ну, как говорится, удачи, господа, вот, и это хорошо, ну, то есть для потребителей и для рынка занятости это хорошо, для предпринимателей это просто путь к плохо оплачиваемой самозанятости. Вот. Но это часть экономики, и пускай оно будет, но вот чтобы вкладываться в эту часть экономики, нужно как минимум дождаться намного более выгодных процентных ставок для этого бизнеса, да, потому что ты правильно сказала, прежде всего высокая процентная ставка бьет именно по малому и среднему бизнесу, где высокая стоимость фондирования сама по себе, в принципе, да, в силу того, что они более рисковые заемщики. А во-вторых, они не генерят столько кэш, сколько генерит какая-нибудь мета, да, где вот, ну, просто можно деньги печатать. Да. Вот, поэтому я бы пока поостерегся, и более того, мой тезис еще больше укрепился, что вкладывать надо на длинном горизонте именно в NASDAQ, или если вы более такой консервативный, да, человек, в S&P 500. Вот, но по сути лучшая часть S&P 500 это те же самые информационные технологии, вот, которые растут, и мы теперь поняли, почему они растут быстрее, чем растет американская экономика. Это вот тезис для тех, кто любит, я не знаю, как назвать этих людей, не могу ли, или как не могну ли. Ну, короче, когда говорят, что не может рынок расти быстрее, чем американская экономика. Ну, конечно, не может, если мы ведем речь о рынке, который запечатан внутри американской экономики. Если рынок этот акций компаний, которые большую часть выручки теперь получают за пределами США, то, как говорится, по-моему, в Дубае, да, это даже небо не предел, да. Поэтому вот такие вот выводы. Подписывайтесь на наш канал. Внизу будет в описании ролика будет информация о нашем инвестиционном клубе. Мы ведем его больше 8 лет. Если у вас $1 000 000 или больше, пожалуйста, оставляйте заявку, подписывайтесь и входите в наш закрытый инвестиционный клуб. Вот. Также хочу сказать, что я 27 марта сделаю запуск первого за несколько лет курса для начинающих инвесторов «Деньги в работе». Вот, тоже ссылку на презентацию и на Google форму для участия в этом курсе мы оставим в описании. Саш, добавь что-нибудь, там же вроде как сезон налоговой отчетности, да, начался. Он уже идет полным ходом, и как мы говорили в начале эфира, что сейчас идет подготовка. В июле нужно будет оплатить, можно оплатить раньше.
Это тоже будет аргумент в пользу укрепления рубля. Если вы хотите потратить только то количество рублей, которое вы хотите, и не больше, или не согласны с какими-то расчетами, то, пожалуйста, обращайтесь, мы вам поможем. Я желаю всем отличного дня. Всем пока. Спасибо, до новых встреч.